Опытный агент следил за преступниками в городском пабе. Убедившись, что они находятся внутри, он позвонил и попросил спецназ подготовить оружие, чтобы схватить всю банду. Оказалось, что это банда наркоторговцев, возглавляемая кингпином Дэнни. Он был влиятельной фигурой в преступном мире и провел сотни успешных операций. Перед входом в лабораторию обязательно надели противогазы. Внутри группа людей в полном защитном снаряжении разливала странные разноцветные химикаты для синтеза конечного продукта. Кингпин спросил, готов ли товар, ведь его нужно было доставить в другие банды. Как только количество было подтверждено, он сказал брокеру, чтобы тот готовился к отправке партии. Брокер был его правой рукой в наркобанде, потому что был очень осторожен, умен, а главное, никогда не проваливал ни одного задания, которое поручал ему старик. В отличие от брокера, сын старика, Джоджо, был беспутным тусовщиком, которого интересовали только наркотики. Однако эти преступники даже не подозревали, что уже попали в поле зрения организации по борьбе с наркотиками. Весь отряд спецназа окружил их, ожидая приказа о задержании. Увидев удобный момент, один из агентов подчинил себе охранника у двери, чтобы дать возможность другим группам спецназа продвинуться вперед, а затем группами вошел внутрь, с особой осторожностью. Когда спецагенты вошли, все в баре запаниковали и подняли руки в знак капитуляции. После этого они прошли в комнату обработки. Там преступная группировка была застигнута врасплох. Один из приспешников Дэнни выстрелил в сторону агента, но, к его удивлению, брокер выхватил оружие и сбил мужчину с ног. Оказалось, что он был агентом организации под прикрытием. Брокер замаскировался под преступника и постепенно приблизился к Кингпину, но его истинной целью было выступить в роли информатора, чтобы уничтожить банду. Поняв, что брокер обманул его, Кингпин поднял пистолет и выстрелил в него, объявив остальным своим приспешникам, что он агент под прикрытием. Когда брокер преследовал Дэнни, он наткнулся на раненого товарища. Воспользовавшись этим, Дэнни и его сын сели в машину и скрылись. Но это оказалось для него нелегко. Командир попросил подкрепление окружить его и сына. Не имея другого выхода, Кингпину ничего не оставалось, как развернуть машину. В этот момент его настиг брокер. Он бросил свой мотоцикл в машину, отчего та вспыхнула. Он быстро выхватил пистолет и приказал двум преступникам немедленно сдаться. Джоджо был прижат к нему, но Джоджо выхватил пистолет, намереваясь выстрелить в него. Брокер выстрелил ему в ногу, отчего тот упал. Он не хотел убивать Джоджо, потому что за время его работы Кингпин не обращался с ним плохо. Он просто хотел, чтобы они сдались и заплатили за свои преступления. Тогда у них был бы шанс выжить. Однако полицейские сочли его действия опасными и застрелили мужчину на глазах у Дэнни. Старик яростно кричал и проклинал брокера. Дэнни поклялся отомстить и сделать так, чтобы дети и семья брокера не жили в мире. Недовольный опрометчивостью полицейских, Дэнни допросил их. Начальник полиции сказал, что таков закон, что сильно расстроило брокера, который ушел, игнорируя предупреждение об увольнении за неуважение. Но на данный момент брокер уже не был заинтересован в такой опасной работе. Он решил уйти в отставку из-за опасений за безопасность своей дочери и больше не участвовать в миссиях. Они с дочерью переехали в незнакомое место и зажили спокойной жизнью. Но совсем скоро произошел неприятный случай, перевернувший все с ног на голову. Однажды его дочь Мэдди играла в детской зоне, когда к ней подбежала группа мальчишек и, зажав ее в зубах, преградила ей путь, несмотря на то, что Мэдди вежливо сказала: «Прекратите и отдайте мою шляпу». Мальчишки стали еще смелее. Они не только отказались вернуть шапку, но и сильно толкнули ее, отчего она упала на землю. Разгневанная этими детьми, Мэдди хорошенько избила одного из них. Учительница выбежала на улицу, чтобы вмешаться, и вызвала родителей обоих учеников, чтобы уладить дело. В это время брокер ремонтировал свой дом, когда ему срочно позвонили в школу, и он забеспокоился, опасаясь, что с Мэдди что-то случилось. Приехав в школу, учитель сообщил ему, что это была всего лишь банальная детская ссора, но родители мальчиков были другого мнения. И, увидев расцарапанный от удара нос сына, мать в гневе громко ругалась в кабинете директора. Мать мальчика, увидев брокера, агрессивно направилась к нему и обрушила на него шквал проклятий. Увидев эту невысокую тощую женщину с таким громким ртом, брокер не стал долго спорить. Оказалось, что это Кэти, и она уже не в первый раз устраивает скандал в школе из-за своего драгоценного сына. В прошлый раз эта женщина даже угрожала директору. Когда он спросил Мэдди, что произошло, она ответила, что это было необходимо для ее защиты. Брокеру оставалось лишь признать ее хладнокровие.
Кроме того, именно он научил ее приемам самообороны, так что если учитель винил ее, то и он был отчасти виноват. К тому же, поскольку ее мать недавно умерла, Мэдди была очень грустной, часто уходила в себя и всегда старалась казаться сильной. Когда отец и дочь уходили, у школьных ворот они столкнулись с родителями Тедди. Они все еще не отпускали Брокера от себя. Джимми, отец толстяка, подошел и начал драться с ним, но поскольку рядом была полиция, он не решился на крайние меры. Но Кэти, стоявшая сзади, постоянно подбадривала мужа. Но он проучил этого парня. Полиция показала, что Джимми был инициатором агрессии, а Брокер просто действовал в целях самообороны. Поэтому его не арестовали за нападение. Но этот инцидент заставил Кэти и учителей школы обратить на него внимание. Судя по взгляду Кэти, эта женщина точно не отпустит того, кто поиздевался над ее мужем и ребенком. Она яростно проклинала своего мужа, называя его трусом за то, что Брокер избил его на глазах у многих людей. С высоким самоуважением и обидой она решает заставить семью Брокера заплатить. Кэти обратилась к старшему брату за помощью. Им оказался Гаттер, хитрый и безжалостный местный наркобарон, готовый на все, чтобы контролировать свою территорию и защищать личные интересы. Однажды парень избил группу подростков за употребление самодельных наркотиков, чтобы сохранить свою монополию. Если будут делать свои порошки, кто купит у Гаттера? Все запаниковали, когда аллигатор сильно ударил ногой подростка и запугал их, чтобы они больше не употребляли наркотики. В теплом доме Брокер уговаривал дочь уснуть. Он похвалил ее, сказав, что она сегодня очень хорошо себя вела и что Мэдди поступила совершенно правильно. Поощряемая отцом, девочка была очень счастлива. Однако она также боялась, что из-за этого у ее отца будут неприятности. Но Брокер считал, что это лишь маленький инцидент, и он видел страшные вещи. В это же время домой вернулся аллигатор, которому Кэсси рассказала об утренних событиях. Он лишь сказал, что несколько ударов – это не страшно и что ей не стоит сильно волноваться. Тем не менее, Кэсси была огорчена случившимся и пыталась уговорить его пойти и поколотить Брокера хотя бы в качестве предупреждения. Посочувствовав Кэсси, аллигатор согласился помочь ей, не забыв дать женщине немного наркотиков, чтобы привести ее в чувство. Все продолжалось до странности обычно, как затишье перед бурей. Брокер, как и прежде, регулярно брал дочь в школу на верховую прогулку. В то же время он обменивался кокетливыми взглядами с учительницей Мэдди, забывая о собственном счастье из-за ребенка. Воспользовавшись случаем, он пригласил Сьюзен на день рождения дочери. Кроме того, Сьюзен, обеспокоенная тем, как Мэдди приживется в новой школе, посоветовала ему помириться с Кэсси и семьей Джимми, чтобы избежать дальнейших неприятностей. Следуя ее совету, он отправился на работу к Джимми. Тот был мастером на фабрике. Увидев прибывшего Брокера, Джимми очень удивился. Брокер сказал, что обе стороны должны помириться, и он готов помочь. Джимми тоже был отзывчивым человеком. Просто его грозная жена всегда хотела превратить его в бандита, чтобы утвердить свою власть, поэтому Джимми и вел себя с ним по-бандитски. Все, чего он хотел, это извинения от Брокера перед всей их семьей. Ничего особенного. Конечно, Брокер сразу же согласился, и Джимми сказал: «Хорошо, можешь идти». Когда казалось, что все закончилось гладко, по дороге домой Брокер заехал на заправку. Хозяин был занят, поэтому ему пришлось обслуживать себя самому. В этот момент появились двое приспешников аллигатора. Они хотели, чтобы он передал им бензоколонку для заправки машины. Брокер просил подождать, но парень угрожал ему, не обращая внимания на последствия. «Отдай сейчас же, или не рассчитывай уйти живым». Видя это, владелец магазина вмешался и посоветовал ему уйти, но Брокер не дал ему этого сделать. Он ударил его кулаком в живот и ударил головой о стоящий рядом бензонасос. Здоровенный пузатый сообщник тоже напал, но ему не было равных. Он спросил одного из них, кто ему это поручил, но тот упорно отказывался что-либо рассказывать. Но ему не хотелось устраивать большую сцену, и он ушел. В это время аллигатор со своими приспешниками обрабатывал наркотики в лаборатории. Ему позвонили и сообщили, что Брокер основательно избил этих двух парней. Разъяренный аллигатор заявил, что на этот раз он лично разберется с ним. Когда Брокер забирал Мэдди из школы, девочка заметила рану на его руке и спросила, что случилось, но он лишь отмахнулся от нее. Пока отец и дочь разговаривали, его остановила полицейская машина. Это был Кит. Он был начальником полиции города, а также знакомым Гаттера. Потасовка на заправке заставила полицию предупредить его. Он посоветовал Брокеру, как новичку, не делать того, что привлекает внимание. Он знал, что Брокер – необычный человек. С его навыками он наверняка был оперативником спецназа или работал на федеральное правительство. После того, как полицейская машина уехала, отец и дочь вернулись домой, и Мэдди, как обычно, занялась верховой ездой. Но они не знали, что аллигатор уже давно притаился в доме. Этот парень проколол шины машины Брокера и пробрался в дом. Он искал информацию о Брокере, ведь Кит предупреждал его, что Брокер – непростая мишень.
Гаттер аккуратно нашел файл, содержащий информацию о том, как брокер работал в организации по борьбе с преступностью. Вернувшись, Мэдди повсюду искала свою домашнюю кошку, но так и не смогла ее найти. Тогда она спросила отца, не видел ли он ее. Во время поисков он случайно заметил, что шины машины были кем-то проколоты. Это предвещало надвигающуюся опасность со стороны аллигатора. Прочитав досье брокера, он обнаружил, что брокер предал кингпина Дэнни и косвенно стал причиной смерти его сына. Парень придумал новый план мести. Он позвонил своей бывшей девушке Шерил и попросил ее прийти к нему домой. Она была работницей бара и имела тесные связи с преступным миром. После того, как они закончили, Гаттер рассказал все, что ему удалось выяснить о личности брокера и о том, что он был агентом под прикрытием, который ликвидировал банду Дэнни. Они планировали встретиться со стариком, а затем отомстить брокеру. Взамен он разрешит Гаттеру свободно продавать наркотики оптом. Но Шерил сказала, что со стариком нелегко иметь дело, и он может в один миг обернуться против них. Гаттер сказал, что Шерил нужно лишь немного очаровать старика, и как только товар будет продан, они оба разбогатеют. Следуя указаниям любовника, Шерил отправилась к Дэнни и передала документы о брокере его приспешнику. Хотя он в тюрьме, глаза, уши и банда Дэнни были все так же угрожающей силой. Он передал приспешнику все полномочия по этому делу и потребовал, чтобы брокер был жестоко наказан за причинение вреда его сыну. Обнаружив, что его кот пропал, а шины проколоты, брокер решил, что Джимми все еще держит обиду и пришел, чтобы устроить вандализм в его доме. Брокер со злостью набросился на Джимми, однако молодой человек Джимми понятия не имел, что происходит. Брокер сказал, что если он сегодня не объяснит ему все внятно, то не отпустит его с крючка. Сказав это, он ушел, оставив Джимми с недоуменным выражением лица. Но позже друг брокера сказал ему, что Джимми не посмеет вторгнуться в его дом. Но Гаттер, его шурин, был совсем другим. Он был негодяем, готовым на любое грязное дело ради собственной выгоды. Со своей стороны, брокер встретил Кэсси в школе и извинился за предыдущий инцидент. Дети также помирились. Заметив искренность брокера, Кэсси не стала спешить. Она разрешила Тедди быть на дне рождения Мэдди. Когда вечеринка закончилась, он даже вежливо поприветствовал ее и ее сына. Этот вопрос сразу же дошел до слуха Гаттера. Он отправился к Кэсси и потребовал, чтобы она держалась подальше от брокера, даже если это означает сохранение их первоначальной вражды. Нечаянно это подслушал Тедди. Чтобы расследовать дело Гаттера, он связался со старыми товарищами и узнал, что Гаттер вступил в сговор с Дэнни, чтобы отомстить ему. Они отправили группу наемных убийц в город, где он жил. Утром он начал поиски и застал Гаттера сидящим с Шерил, не позволяя тому причинить вред его дочери. Брокер сразу перешел к делу, заявив, что, чего бы они ни хотели, им следует выбирать взрослых и не привлекать детей. Но Гаттер притворился невинным, делая вид, что не понимает. В этот момент он проговорил: «Это вы разгромили мой дом, прокололи шины и даже забрали домашнего кота моей дочери. И если это продолжится, брокер даст ему несколько свинцовых конфет». После этого он скрылся на базе Гаттера, которая напоминала старую лабораторию Дэнни по наркотикам. Он нашел белый порошок, спрятанный под ящиком стола, и сделал несколько зажигательных бутылок для взрыва места. Неожиданно обнаружив домашнюю кошку Мэдди, он уже собирался взять ее на руки, когда к голове брокера приставили пистолет. Брокер быстро развернулся, отбил пистолет и ударил парня в пах. Он использовал пистолет, чтобы лишить его сознания. Однако его напали из засады, и когда он пришел в себя, уже был топлен. Это были те же парни, которых он ранил ранее на заправке. Они мстят ему за обиду, свободно пытая его, связав обе руки. Мучения были невыносимы для брокера. Но когда он услышал, что угрожают его дочери, брокер больше не мог этого выносить. Он вырвался из их хватки и набросился на этих негодяев. Все трое набросились на него, но они были не чета бывшему агенту с многолетним опытом военной службы. Он одновременно уклонялся от ударов преступников и сумел развязать себе руки. Освободив руки, он нанес мощный удар длинноволосому парню. Затем он ударил ножом по руке другого парня. А того, кто только что громко бросал ему вызов, брокер с силой пихнул в бак с водой. Предвидя возможное обострение ситуации, брокер подготовил меры против банд Гаттера и Дэнни. Сначала он должен был доставить Мэтти в безопасное место. Затем просил Тита забрать 2 лошадей. Тем временем наемные убийцы из банды Дэнни незаметно заняли позиции в засаде вокруг дома. Тито услышал странный шум и успел вовремя убраться с дороги. Дождавшись приближения наемного убийцы, он сделал выпад и напал на него. Тита, рассчитывавший на свою физическую силу, был обыгран хорошо обученным парнем. К счастью, Тита успел уклониться от выстрела мужчины, нанеся удар ножом.
Затем он засигналил авто, предупредив брокера о опасности. Группа убийц во главе с Сайрусом наблюдала за происходящим со стороны. Увидев это, он выстрелил, в результате чего Тита упал. Брокер срочно спрятал дочь и приказал ей вызвать спасателей, а сам пошел против убийц. Несмотря на волнение, девочка спокойно спряталась в углу, ожидая, когда отец закончит. Затем брокер открыл свой портфель, чтобы достать пистолет, которым давно не пользовался. Из окна он увидел, как человек в черном пытается забежать внутрь. Как только он открыл дверь, в него тут же попала пуля. Выстрел испугал Мэдди, и она нечаянно раскрыла свое убежище. Наемный убийца обнаружил девочку. Он выломал дверь, чтобы преследовать ее. Шальная пуля пролетела мимо него, позволив Мэдди скрыться. Брокер понял, что тот намеревается причинить вред его дочери. Он спрыгнул вниз, чтобы уничтожить этого парня, но другой уже увидел девочку и преследовал ее. Брокер попытался помешать, но Сайрус выстрелил в него, не дав возможности сбежать. Брокер застрелил его и поторопился спасти Мэдди. Он выстрелил ему в голову. Внезапно Сайрус настиг его и напал на него. Мэдди побежала к Эллингу и столкнулась с Шерил. Она тоже не хотела причинять вред ребенку, поэтому взяла Мэдди и убежала в лес. Сайрус и брокер сошлись в ожесточенной схватке. Сайрус достал нож, а брокер был безоружен. Однако ему было нелегко одолеть такого бывшего агента, как брокер. Брокер сломал мужчине руку и подчинил его себе. Он нанес ему несколько ударов ножом, как будто резал чучело. Оказалось, что Шерил только притворялась хорошей. Эта женщина насильно усадила Мэдди в лодку и уехала. Когда он поворачивал назад, чтобы взять свою машину для преследования, приехала полиция. Брокер рассказал им, что они проникли в дом, напали на него и похитили его дочь. Через минуту Мэдди позвонила в службу 911, и начальник полиции передал ему трубку. Брокер утешил ее, сказав сохранять спокойствие и внимательно наблюдать за окружающим, чтобы иметь зацепки для продолжения. Но телефон разрядился. Она взяла рацию, вставила в нее батарейки и продолжила разговор с отцом, находясь в ловушке в сарае с вентиляторами. Поняв, что это лаборатория по производству наркотиков, брокер угнал полицейскую машину, чтобы найти дочь. На складе Шерил сказала, что со всеми остальными людьми брокер уже разобрался. Она вернулась сюда и захватила его ребенка. Это заставило аллигатора побледнеть от страха. Он знал, что брокер обязательно придет, чтобы отомстить и забрать его дочь. Гаттер проклинал Шерил, называл ее идиоткой и говорил, что когда брокер придет сюда, все будут либо обнаружены полицией, либо, что еще хуже, убиты брокером. В этот момент приехали Кэсси и ее муж и рассказали Гаттеру о случившемся. Хоть они и были бандитами, но не посмели бы лишить себя жизни как мафиози. Гаттер был в беде. Кэсси узнала голос Мэдди изнутри дома. Она случайно щелкнула выключателем, чтобы лучше видеть, но все было невольно подстроено брокером. Как только зажегся свет, бензин из баков воспламенился, что привело к их взрыву. Кэсси успела вовремя спасти Мэдди от взрыва. Увидев, что его тайник с наркотиками сгорел, Гаттер выплеснул свою ярость на Мэдди. Пока Кэсси пыталась помешать ему причинить вред девочке, они поссорились, в результате чего Гаттер потерял контроль над собой и случайно выстрелил сестре в живот. Он жестко садил Мэдди в машину, игнорируя все. Брокер следовал за ним на ходу. Большой Гаттер столкнулся с полицейской машиной брокера, отправив ее в воздух. Увидев, что аллигатор собирается проехать по мосту, начальник полиции попросил диспетчерскую порта открыть мост, преградив ему путь. Но парень упрямо преодолевал преграду. Брокер преследовал его сзади, но, к сожалению, его машина врезалась в перила моста и перевернулась. Гаттер, как безумный, выхватил пистолет и направился к брокеру, намереваясь его уничтожить. Мэдди увидела, что отец в опасности, выбежала к Гаттеру, но тот угрожал ей. В этот момент появился брокер и, не заметив их, схватил Гаттера, заставив его упасть. Не останавливаясь на достигнутом, он сильно ударил его по лицу, отчего из него хлынула кровь. В момент прицеливания в Гаттера взгляд дочери остановил его. Он не захотел причинить ей боль этим ужасным поступком. Здесь все закончилось. Шерил и Гаттер были доставлены полицией в изолятор временного содержания. Кэти, к счастью, осталась жива, но брокер еще не закончил с этим делом. Он отправился в тюрьму, чтобы пригрозить Дэнни, и сказал, что подождет, пока старика освободят, и тогда они вдвоем все уладят. На этом фильм заканчивается. Что вы думаете об этом фильме? Пожалуйста, оставляйте свои комментарии под видео.